Я тоже Такой романс такой, но очень не вульгарный, а внутренний. И все будет нормально. Через куда-то. Все легато, все легато. Да-да-да. Такой ленивый. Да-да-да-да-да-да. Трое все время в действии. Все трое играют с разными ансамблями, и поэтому все-таки же играют в основном такую музыку. Вот три шпиона, будем наблюдать друг за другом, в общем, чтобы никто не вышел за рамки того, что требует музыка. И сразу. А сейчас посмотрим. Это что-то очень нежное и таинственное. Вот видите, нам какое задание дали. Вот. Люди гениальные, и чем дальше, тем интереснее. Движение художника или артиста, или музыканта идет за тем звуком, который он делает, а не так, что он скидывает голову, потом это, понимаете. Кто они? Инопланетяне? Пришельцы? Музыкальные монстры? Ганелин, Тарасов, Чекасин. Трио распалось в 1987 году, когда Ганелин уехал в Израиль. С тех пор они живут в разных странах, не дружат домами и не испытывают большого желания играть друг с другом в составе трио. Это будет твое... Мы отыграли 16 лет вместе, потом 15 лет не играли, потом снова так, у нас сейчас будет один концерт 15 лет, так что мы вас приглашаем уже на следующий приходить. С 1987 года по 2017 30 лет трио выступило всего 4 раза. Последний концерт до награждения в Вильнюсе состоялся в 2002 году, 15 лет назад. Но как объяснить тот факт, что когда эти трое выходят на сцену, у зрителей происходит какое-то помутнение разума? Несколько сот человек оказываются под гипнозом. Мистика. Вездесущие журналисты дали объяснение этому явлению. Конечный результат больше суммы составляющих его частей. Ганелин, Тарасов, Чекасин – это коллективный гений. Длительный перерыв. Как вы себя чувствуете сегодня? Будет ли вот это единство между тремя людьми, тремя музыкантами для того, чтобы создалась ткань музыки? Это вы услышите. Это понятно. Вы-то как чувствуете? Знаете, в чем дело? Это то же самое, что задаешь вопрос. Иногда, знаешь, какие вопросы задают? Какие вы импровизации будете играть? И тогда можно сразу упасть в обморок. Понимаете, какие мы будем играть импровизации? Никакие. Мы будем их сочинять. Стоп! Нельзя громко играть.
Хорошо, хорошо, я должен подойти, я извиняюсь. И в конце уходит на этот У Славы замечательные произведения здесь были реализованы. Оратория, которая мне очень нравится, которая, потом его камерная музыка, только Пьер Булеза не хватает, который подирижировал его камерную музыку, вот симфоническую. Вот у Тарасова потрясающий проект был здесь Платон, вот, который тоже за который он получил. То есть я говорю о том, что личностная квалификация, она только накапливается жизненный опыт и рабочий опыт и так далее. Поэтому я не думаю, что это хуже. Вот. Во всяком случае, есть что сказать друг другу. И вот я здесь. Другого уголка, такого уголка, вот. Теперь совсем другой уголок. А то я, честно говоря, подумал, что если бы и так вовсе, лучше бы и вовсе. Начинайте так и так и здесь. Да мог бы и мечтать еще недавно. Могло ли им присниться, что вчера простым четырехкратным повторением, и вот я здесь невероятно, но не верится. Однако трещат остатки бедного огня. Итак, я здесь. Я занимаюсь еще вот такими визуальными всякими игрушками, как я их называю, sound games, игры со звуком. То есть, в общем, честно говоря, далеко от барабана все равно не ухожу. Нет, вот эта вот визуальная сторона меня привлекает, она мне помогает в музыке. Ты знаешь, я прихожу на концерт совсем другой. Просто я визуализирую этот звук. Есть начало этой провокации, которая вдруг оказалась нам лучше, чем даже, что, думали более, не то, что более стандартно, чтобы каждый проявил себя. Там, и вдруг получилась такая одна вещь, которая показала, что, а вот она может соединить все. Но я почему говорю? Это только элемент. А что будет, мы не знаем. Значит, опять здесь та же самая проблема. Мы не знаем, но элемент нам уже будет помогать. На нем можно строить. И при том сам будет и другой элемент. Естественно. Уже. Да. После того, как мы снова встретимся. Ну, по крайней мере, тот как бы удобен. У Лао Цзи все написано, ребята, читайте. Мастерство организации пространства. Из этого, значит, и Тарасов работает, и Славка работает, а у меня вот эта вся концепция, оперативная композиция, она, значит, вот на этом основана.
текст идешь. Я буду читать вам стихи. Леша! Я буду читать вам стихи. Я буду читать. Как вы понимаете, это первая идея. Вам стихи. В яму. Вам стихи в яму пуще. Встань! Да. Тихий. Ям. У. Ям. Яму пуще, встань, дан тихий. Дан тихий, встань. Яму учи, встань к нам. К нам не я буду читать. Вот это поколение народилось, оно же было у меня в 90-е годы в проектах. И там у меня были очень разные вот эти и постановочные проекты, типа спектакля было. Там вот. Вообще выросла это целая генерация, плеяда. это генерация, вот эти и пианисты, Наджаров замечательный пианист. Я специально поехал в прошлом году. Гриша Сандомирский. Да, я специально, Анька с ними со всеми играла. Это мне Анька, мне все их, значит, сплавила. Вот идея. В этой музыке, я не знаю, как они, но я думаю, что это продолжение было, начиная с нашего трио еще, когда были какие-то сначала более готовые композиции, написанные, потом постепенно доставалась готовая только первая часть, а вторую мы пробовали рисковать, играть свободно, и нам это все больше нравилось. Потом получилось, что мы разошлись.
по всяким разным причинам, и я уехал в Израиль. С тех пор, я говорю о себе, я играю только свободно, и когда мне иногда подходит, говорит, какой сегодня вы будете играть музыку? Я говорю, не знаю, как это не знаете? Я говорю, честное слово, не знаю, никто не верит. И я говорю, может, и вы не будете верить. Дело в том, что, естественно, если получается композиция, если она живет, и в ней есть какие-то движения, которые выражают вообще музыкальное состояние, и в ней есть логика, то многие люди просто не верят. Они думают, что это выучено или подготовлено какие-то. А вы что-то делаете до этого? Я говорю, ничего. Ну как? Я говорю, ну вот иногда так вот подумал перед концертом, вот сейчас, наверное, я начну оттуда какой-то мотивчик, вот дошел и начал играть по-другому. И начинаются совершенно другие законы, которые требуют выстраивать совсем все по-другому. Если бы вы увидели меня близко, я улыбнулся. Почему я улыбнулся? Потому что он попал в тональность. По большому счету это не должно было быть. В общем, я так люблю чистоту приемов. И когда уже я играю, я отвечаю за то, что я играю. Ну, когда я сам хожу, я вдруг не знаю и начинаю, или случайно задел стул. Да, и все. Да. И уже нужно играть со стула. Случайно. Или задел какую-то ноту. Она обязывает. Потому что любой звук обязывает, он выстраивает составляющие. У нас была такая вещь, называлась домашнее музицирование, когда Тарасов спал, например, первое отделение. У меня было так построено специально, что он как бы, мы опаздываем на репетицию как бы, да, ночью, торшер, все так, чай, все. А второе отделение мы пьем чай. Начинаем с этого, это как конкретная музыка. Но это музыкально было. Все просто. А потом Тарас начинал играть как бы соло. От обратного все. Ну, в общем, там всякие приемы были, все довольно интересны. Узнав, что трио выпустили из совка, я тут же подбил своего приятеля Антони Вуда, основателя журнала «Вая», поехать в Берлин вместе со мной. Я предупредил его, как далекого от политики человека, что в моем общении с трио он увидит нечто необычное. Я убежден, что Антони будет вспоминать об этом до конца своей жизни. Прилетев в Берлин, мы зарегистрировались в гостинице и вышли на улицу пройтись и подышать весенним воздухом. Вдруг я увидел, что навстречу нам идут 4 человека. «Антони», — сказал я ему, — «нам навстречу идут Ганелин, Тарасов и Чекасин в сопровождении КГБшника. Не задавай вопросов и делай то, что я тебе говорю». Мы шли навстречу музыкантам и разминулись, сделав вид, что не знаем друг друга. Пройдя метров 20, мы развернулись и пошли за квартетом, держась на почтительном расстоянии. В какой-то момент 4 остановилась, затем один из них, сказав что-то остальным, пошел налево, а 3 продолжили движение вперед. Мы пошли за человеком, свернувшим налево. Вошли в просторный вестибюль,
Прямо лестница на второй этаж, направо длинный коридор. Было ясно, что это какое-то общежитие. Коридор был пуст, и я растерялся. Куда же делся Чекасин? Вдруг мы услышали саксофон. Звуки доносились со второго этажа, и мы пошли на них. Остановились у одной из дверей. Я потихоньку приоткрыл ее, звуки прекратились, и перед нами возник Чекасин. Ни слова не говоря, он передал мне 3 большие бобины и конверт. Мы молча обнялись, затем Чекасин закрыл за нами дверь, и мы пошли к выходу. Мой приятель был потрясен. У него пропал дар речи. «Антони, — сказал я ему, — ты был свидетелем исторического события. Через несколько месяцев одна из этих бобин превратится в долгоиграющую пластинку. Это будет очередной шедевр трио Ганелина». То, если кто-то из вас был наверху, это был саундчек, то есть мы проверяли инструменты. Но за время этого саундчека мы 3 раза поменяли композицию, то есть мы, в принципе, знаем, что мы будем играть уже. За время саундчека, то есть слушая друг друга, мы понимали возможность коммуникации, учитывая тот опыт, который мы за это время приобрели уже, опыт, сценаристический опыт, у каждого из нас какие-то появились новые звуки в сочетании вот этого, поэтому вот это тоже момент важный, мы всего там играли минут 20-30 в саундчеке, но это был не просто саундчек был для саунд-инженеров, для нас это была такая своеобразная репетиция. И в итоге мы пришли, вот мы за это время поменяли 3 раза тот материал, ту идею, ту концепцию, которую мы будем играть.
музыка при всей свободе, она довольно консервативна по-своему. В каком смысле? Есть определенное количество звуков, есть определенные, как бы, его наборы. Уже люди настолько уже освободили все приемы, что нет уже никакого, как говорится, никто ничего не боится, потому ну сделай красиво, единственное, сделай красиво. А это уже взгляд, какое сочетание. Поэтому это не в импровизации дело, это в мышлении. Вот я скажу, что чем дальше, тем интереснее. Правильно? Вот. Так что вот жизнь прекрасна, вот я вижу всех. Наконец мы поиграем, все, по-моему, я счастлив, что мне еще надо. Поэтому то есть мы же набираем опыт. И дело в том, что как время организуется, да, то есть это не обязательно, оно же организуется только та-да-да-да-да-да-да, та-да-да-да. Время звучит. Если пытаться реанимировать время и пытаться звучать, как было в 80-х, это никогда не получится. Это будет просто имитация какого-то определенного времени, что зачастую и бывает сегодня, понимаете? Нельзя имитировать время. Время gone. Понимаете, оно ушло, и все, и нужно жить только в сегодняшнем времени. Так что мне кажется, что сегодня совсем другое звучание. А вообще воздух звучит другой, страны звучат, все звучит по-другому.
Почему трио? Я говорю, потому что это еще можно разговаривать. Но когда будут сидеть 4-5 человек, тогда в свободной музыке это уже будет балаган и невозможно. Это очень сложно и получается перенасыщенность информации. В Австрии у меня был приятель Герхард Ворочек, энтузиаст джаза, организатор концертов, дистрибутор и совладелец магазина пластинок в Вене. Он давно пытался пригласить трио Ганелина на гастроли, но в конце концов понял, что с госконцертом у него ничего не получится. Он решил пойти другим путем и обратился к председателю Общества дружбы Австрия-СССР. Тем самым ему удалось миновать и госконцерт, и Министерство культуры. Оформление прошло очень быстро, и трио вылетело в Австрию, на этот раз без сопровождения КГБ. Герхард организовал несколько концертов в больших городах, но первое выступление состоялось в какой-то маленькой винодельческой деревне. Прослышав о гастролях советского трио, австрийское телевидение прислало целую бригаду – ведущего культурную программу, продюсера, съемочную группу. Австрийские виноделы не переставали изумляться. И на концерт собралась вся деревня, ведь не каждый же день к ним приезжают музыканты из Советского Союза, да еще телевидение из Вены. В деревне не было ни концертного зала, ни сцены, поэтому мероприятие решили проводить в средневековом винном подвале с круглыми сводами. Музыканты расположились в центре, а зрители окружили их тесным кольцом. Трио сыграло одно длинное отделение и по меньшей мере 10 бисов, но народ требовал еще. Чекасин обожает ситуации подобного рода, и он решил закончить этот концерт по-своему. Вовлек в музицирование всю аудиторию и дирижировал этим оркестром из 300 человек, одновременно играя на саксофоне. Не переставая играть, он показал зрителям, что качество звука, производимого посредством удара одной пивной бутылки по другой, зависит от количества пива в бутылке. Он играл на саксофоне, а вошедшие в раж 300 виноделов отбивали ритм на бутылках и пивных кружках. Австрийское телевидение бешено снимало это дикое зрелище. Помню, мы с Тарасовым хохотали до слез, глядя на эту вакханалию. В деревне не было гостиницы, и мы спали в каком-то пабе в самом центре деревни. Собрав чемоданы и инструменты и выйдя на улицу, чтобы погрузить их в машину, мы не поверили своим глазам. Шум доносился с центра площади, где в густом утреннем октябрьском тумане за большими столами все еще сидела масса людей. Они пили свое собственное вино, разговаривали, смеялись. Они вынесли на площадь столы и стулья и устроили гулянку, которая продолжалась всю ночь. Вдруг за столами прошел слух, что музыканты уезжают. Огромная толпа вдугоря пьяных виноделов вскочила на ноги и устроила музыкантам громовую овацию. Это была поистине сюрреалистическая картина.
я очень люблю своих коллег, мне нравится всегда с ними играть, всегда вот сочетание вот этих вот трех абсолютно разномыслящих, можно разных даже по характеру людей, и вот это сочетание вот это вот всегда дает, мне кажется, очень хорошие результаты. Мы не показываем, вот сейчас я вам покажу, как я играю громко и быстро, например, там, или вот, что вот я и знаю вот такие-то звуки, что мы становимся частью этого звука. Вот это ощущение сценическое, оно для меня, например, и я думаю, что для моих друзей, для моих коллег, то же самое, оно очень важный момент. И когда тоже правильно говорит Слава об этом ансамбле, вот умение услышать друг друга, идти не сзади, не спереди, а вот эту мысль не подхватывать, а она должна сразу идти. Это, кстати, всегда была черта трио вот, в данном варианте, что играть вместе, не аккомпанировать, не загонять, ни что. Но идея, данная кем-то из музыкантов, она сразу подхватывалась всеми вместе и развивалась, конечно. Дальше, ты сел за рояль. Сел, да. И ты берешь первую ноту. Вот, молодец, сказал. Да. Но какая вторая? Вот именно, что заставляет это целое, можно писать целую, наверное, книгу или философию. А какая вторая? Она бесконечно неизвестна. Ведь можно пойти туда, да, можно пойти внизу, туда. Короче, да. А почему тогда две? Что с ними делать? Нужна третья. Значит ли это, что у тебя уже в голове есть какой-то план, какая-то структура? Нет, я пробовал делать так. Например, наверное, я начну так. Да. Если я настроил, подхожу и нажимаю, и уже все по-другому. То есть в конечном счете все интуиция. Абсолютно, я бы сказал, даже хуже или лучше от Бога. Потому что мы не знаем, что происходит и почему происходит.
Продолжение чего? Пресс-конференции? В смысле бал? Пусть это останется тайной и для нас.